Всем привет, с вами Лена. Сегодня будет влог. Покажу, что у нас растет, что высадила, что еще придется досадить. Здесь у нас прекрасно растет смородина. Вот она уже такая. Это белая смородина. Черную сейчас покажу. Черная в этом году как никогда. Красотка. У нас еще не было такого урожая. Хотя много не будет смородины, но все же есть что-то. Да, видно. Цветет, в общем, все растет. Так, есть болезнь на смородине. Вот она так выглядит, красная. Говорят, надо эти все листочки обрывать. Это или клещ, что-то, не знаю. Брызгать, вроде и брызгала, но все равно вот. Ладно, на смородину это никак не влияет. Теплая погода хорошая. Петух, конечно, раскричался. Вообще не вовремя. Что у меня уже посажено. Покажу здесь. Конечно, я тут замульчировала. И очень много одуванчика. К сожалению, будет рассеиваться. Ничего, будем убирать. Вот у меня уже такая капуста. Капуста цветная. Кто-то ее вот погрыз уже, правда. Хотя я ее золой вот немножко опылила. Насыпала золы. Но кто-то не везде. Кое-где. Чеснок. Вот это я между чесноком посадила цветную капусту. Вот так она уже выглядит. Красивая. Вот, да, тоже кто-то погрыз. Кто-то тут лазит, ползает. Не знаю. Чесночок. Клубничка уже цветет. Петуни. Посадила в скат. Вот так. Здесь у нас посажены помидорки. Два ряда помидорки. Здесь у нас перчик. Два ряда перчиков. И здесь и перчики, и помидорки тут есть. Здесь у нас гагашары стоят. Вот гагашарчики. Перец вот такой. Так, немножко подмерзли. Я их обычно закрывала, а вот не все подмерзло. Вот тут что-то не понравилось, что-то тут подмерзло чуть-чуть. Ничего, все нормально. Замульчировала травой, она уже высохла, была зелененькая. Здесь посажены помидорки низкорослые. Вот помидорки. Чеснок, лук. Вот такой уже лук. Уже можно собирать на зиму, замораживать зеленый лучок. Такой красавчик уже. Новогодняя петрушка. Скоро даст цвет. Можно собрать семена. Прекрасная уже петрушечка. Смотрите, какая крупная. Слива. Вот уже сливки маленькие. Здесь клубника, выращенная из семян. Не знаю, посмотрим, что это за клубника такая. Непонятно пока еще. Очень, ну, кустики красивые, очень красивые кустики. Очень большие. Вот здесь тоже пример его же. Этого же. Смотрите, какой куст огромный. И как они вот палками вот такими длинными вышли. И вот как бы по три такие. Три, где два. Вот. Короче, интересная. Интересная клубничка. Посмотрим. Кучерявая петрушечка. Вот она. Хорошенькая. Вдоль тропинки посажены перчики и томатики. Замульчировала все. Ряд томатов и ряд перчиков.
тоже посыпала золой и горчицей. Здесь рядочек лука так просто старого посадила, пусть растет зеленушка. Все чувствует себя нормально. Здесь я вот так поставила для петуник. Вот петуни пересадила, рассажала, они еще маленькие. Вот такая стоечка, 3 горшка. Здесь тоже петуньки, гортензия белая, очень красивая. Здесь у меня сейчас будет работа, это пересаживать петуньи. Горшки приготовила, сейчас еще буду готовить. Вливаю водички. Вот петунька, вот такая. Можно уже прищипнуть. Вот так. И будет с боковых пазух разрастаться наша петунька. Это обычная петунья. Я сеяла семенами. Вот такая корневая система очень хорошая. Сейчас вытащим, посмотрим. Вот такая корневая система. Смотрите, упали у меня. Вот такая корневая система очень хорошая. Так, сейчас я ее поглубже. Вот так посыпаем земелькой. Обычная простая петуния, белая, розовая, фиолетовая, в общем, разноцветная. Вот так посадили. Отлично. Сейчас еще досыплю сюда земельки, чтобы она полная, чтобы полный горшок был. И все. Сейчас еще сюда присажу. Потом надо стаканчики полить, помыть. Полить, говорю. И на следующий год оставить. В общем, вот так вот. Тоже можно прищипнуть. Или немножко попозже прищипну. Пускай еще подрастет немножко. Полить обязательно. Сейчас присыплю еще сверху землей. И надо пересаживать все петуньки. Вот, мне надо еще вот эти петуньки просадить. Что-то вообще пожелтело, что-то ей не хватает. Ночка, ночка, привет. Идем в тепличку, зайдем. Здесь у нас бочка, в которой нагревается вода для полива. Вот шланг. И мы поливаем, я поливаю томатики, которые уже здесь посажены в нашей небольшой тепличке, парничке. В общем, у нас было всего 2 грядки, кто помнит. Мы сделали 3. 3 поуже, как раз нормально, они были очень широкие. В общем, здесь 2 ряда томатов. Это высокорослые, а те низкорослые. Тот ряд низкорослых томатов. Вот они такие маленькие, компактные кустики. Эти высокорослые по этому ряду. Здесь тоже 2 ряда. Вот такие томатики. Они первые были высажены посередине. Поставила такую вот сетку. Повесила. Буду кусты подвязывать туда. Кстати, мы теплицу затенили сеткой, чтобы не так было жарко. Ой, этот петух сегодня целый день орет, какой-то ненормальный. Как слышит меня, так и кричит. В общем, сетка такая. Буду помидорки сюда вешать. Именно помидорки, потому что я всегда мучаюсь, подвязываю еще и помидорки к самому кусту. Помидорки тяжелые, крупные, поэтому приходится подвязывать. Так, здесь у меня, здесь можно присесть. Ночка за мной ходит. Так, пройдем сюда. Здесь у нас 3-я грядка. Здесь у нас растет редис.
Очень хорошо растет, никто ее не ест, все нормально, пусть растет. Здесь половина грядки укропа. Порассажала сюда перчики, потому что потом соберется редиска, уберется укроп. Здесь у нас бархатцы посеяны. Вот бархатцы. Тоже полгрядки до конца, только кое-где пока вылезла, но все выйдет. Надо поливать. Все будет хорошо. Перчики, они еще небольшие. Я их присыпаю, припудриваю золой и горчицей, чтобы никто их не ел, потому что в один год мне все съели здесь, в этой теплице, все перчики. И остались без урожая. Так, здесь еще посеян салат, базилик. Салат вижу. По-моему, это он. Базилика пока я не вижу. Базилика. Но семена долго всходят, так что ждем. Самая первая вышла, конечно же, редиска. Ну что, осталось немножко томатов. Это я рассажу. Все у нас уже высажено на 6 сотках возле озера. Так что будем высаживать еще тут дома. Вот осталось еще петуния порассажать. Там петуния, тут петуния. В общем, что у нас? Алиум прекрасный, лук декоративный. Очень красиво растет, вот такими шарами. Белый какой-то цветок, какой-то полевой. Розы тоже скоро будут цвести, будет здесь красиво. Вот такой белый какой-то цветок. Дальше, что у нас тут? У нас тут клубника, которая уже цветет, которая дает урожай 3 раза за сезон, когда и 4. Вот такая клубничка. Скоро зацветут лилии, ирисы, алиум. Пойдем дальше. Розы. Надо все здесь. Сегодня у меня работа здесь все скосить. Вот так цветет гутей. Или как еще называют, айва. Вот так. Скоро раскроется. Но дерево маленькое, ему 3 года. Надо срывать цветочки. Оставим пару цветочков, чтобы посмотреть, какой будет гутей. Розы. Вот так сейчас выглядят. Такие блестящие листочки, так красиво на солнышке переливаются. Все, надо косить обязательно, потому что уже пускай трава семена. Так это все выглядит. Алиум. Пион тонколистный. Красавчик. Вот такой он сейчас в цвету. Понюхайте, как он пахнет. Он очень пахнет. Очень вкусно пахнет. Тюльпаны уже отцветают все. Все, уже тюльпанов нет. Кактус я уже сюда поставила. Будет цвести. Буду показывать. Очень красивый белый цвет. Вот такие 2 пиончика у нас. Тонколистных. Хризантемы, розы. Вот такой пион. Шикарный. Древовидный. Посмотрите на этот куст. Он просто огромный. Он уже выше меня. В прошлом году он был ростом, как я. А в этом году выше меня. Да, он выше меня. Вот такой древовидный пион. Кто не видел, посмотрите, какая красота. Цветет. Как он прекрасен, какая красота. Со всех сторон. Красавчик. Пчелки летают. Такой цветочек ползучий. Так цветет. Верил барабанит. Так, что вам еще показать? Здесь у нас такие камни выложили. И я рассадила здесь петунии.
горшки, и будет наша петуния тут цвести, и будет, думаю, красиво, будет свисать петуния, кустики, будет красота. Вот, расцвел ландыш. Этот ландыш, скажу вам по секрету, я один вот так вот сорвала, знаете где, в лесу, с корнем вырвала. И вы представляете, он прижился, это было в прошлом году, весной. Он прижился и, смотрите, цветет. Какой красавчик. Вот так спрятался пиончик в середину куста. Смотрите, какая красота. Очень красивый цветок. Кактус зимующий на улице. Сейчас буду все косить, всю эту траву. Тоже куст красивый, зацветает такими колокольчиками. Есть и розовый. Ночка тут спит. Ночка, привет. Вон он розовый. Здесь у нас пионы. Скоро зацветут. Вот розовый колокольчик. Забыла, как называется. Ну вот, петух опять кричит. Цветы помыла, вынесла на улицу. Ну что, всем спасибо за просмотр. Вы бывали на моем влоге. У меня во дворе, у меня в гостях. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока.